Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я вам буду рассказывать об очередном устройстве, мечте инспектора гаджета. Почему? Потому что это умные часы от Huawei, недавно вы видели на моем канале Huawei Watch Buds, сейчас Huawei Watch GT Cyber. Так вот, у бадцев были наушники ТВС-ки в самих часах. У этих часов великолепным образом меняется корпус, и вы можете вместе с ремешком поменять, в принципе, внешний вид устройства. Они напичканы, я считаю, по максимуму. Да, здесь не последний Bluetooth, он версия 5.1, но у них сапфировое покрытие, и выглядят они нереально классно. У них есть минусы, но Huawei плохих аксессуаров в принципе не делает, и вы об этом прекрасно знаете, как и я. Поэтому продукт не просто имеет право на жизнь, а продукт, скорее всего, рано или поздно либо появится в глобале, либо появится на наших полках серым импортом. И я уверен, что вам он будет интересен. Почему? Потому что они делают уже то, что не похоже ни на кого. Не как яблоко одну ультру выпилили, а Huawei реально клепает хорошие, интересные, умные устройства, включая часы, и представляет их нам. Я уверен, что будет кто-то, кому это устройство зайдет. Я вам сейчас сразу спойлерю, что оно классное. У него есть свои минусы с одной стороны, с другой стороны, для своей категории товара и учитывая его стоимость, часы очень сильно классные, мне они безумно понравились. И сама идея понравилась, и исполнение. Дизайн, наверное, не мое, но у них несколько разных дизайнов, и я думаю, что каждый сможет подобрать себе что-то интересное. Это новое устройство, будем надеяться, что оно у нас появится скоро, хотя бы полуофициально. Ставим лайк за труды, смотрим и пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Я думаю, такие аксессуары интересны всем. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в белой упаковке, состоящей из двух коробок. На ней есть название модели и краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем в одной коробке сами смарт-часы, основную часть, кабель для зарядки без пинов и с несъемным кредлом, как и в Huawei Watch Buds. К слову, обзор на который вы можете уже посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Это часы с наушниками, с беспроводными наушниками внутри. Далее есть краткое руководство на китайском языке, так как у меня китайская версия смарт-часов. В следующей коробке нас ждет ремешок с внешним корпусом, инструмент для снятия боковой кнопки, устанавливается основание легко. На первый взгляд внешние часы нестандартные. Сразу вспоминаются Дуги D11. Очень похоже. Весят они 69 граммов, что немало, а габариты составляют 49 на 45,7 на 13 миллиметров. Как вы уже поняли, просто ремешок поменять здесь не получится. Придется полностью ремешок с внешним корпусом менять, и это является основной фишкой данных смарт-часов. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Mi это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи, мой личный телеграм-канал с результатами тестов до обзоров. Мы там общаемся, решаем, что еще купить, что протестировать, у чего какие минусы, и часть из этого не входит в обзоры, разумеется. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к очередным смарт-часам от Huawei. В продаже имеется 4 спортивных варианта корпуса и 2 классических варианта. Во всяком случае, больше я не видел. Вполне возможно, в Китае есть еще или на Али. У меня смарт-часы в классическом дизайне. Выглядят они с одной стороны минималистично, с другой стороны, из-за квадратной формы внешнего корпуса, по моему мнению, смотрятся они слегка нелепо. Но на вкус и цвет фломастера разные. В спортивном варианте это выглядит получше, по мне. Данная модель хорошо сидит как на мужской, так и на женской руке. Сборка отличная, материалы качественные и тактильно приятные, и не марки. Что еще ждать от Huawei? Мне кажется, у них не бывало плохих материалов в часах. Напишите, если помните. Выполненный корпус из нержавеющей стали 316L, стандартный ремешок выполнен из прочной и приятной на ощупь резины. Запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирает и не оставляет следов. При носке смарт-часы практически не ощущаются, и спать с ними в целом можно. На корпусе расположили область для зарядки. К слову, смарт-часы можно заряжать не только от родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi, и даже от смартфона, используя реверсивную зарядку. Далее есть датчики мониторинга здоровья, из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик сердечного ритма и барометр. Мониторинг, как и у большинства носимых устройств от Huawei, корректный. Пульс может работать как в перманентном режиме, так и в умном для экономии заряда аккумулятора. Кислород в крови, сон и уровень стресса работает перманентно. Пульс и SPO2 у воздуха часы не измеряют. Сон мониторят хорошо, как и все фазы сна. На самих часах полноценный
полноценных график сна не отображается, что стандартно для Huawei. Все остальные графики довольно информативные. Также есть анализ пульсовой волны и аритмии. Напоминание о необходимости подвигаться, дыхательные тренировки, Healthy Living для развития здоровых привычек, измерение атмосферного давления, измерение высоты и даже мониторинг на большой высоте в районе 2500 метров и выше. Последнее, что мы имеем, это динамик с хорошим звучанием, микрофон, который показал себя достойно, и одну физическую кнопку колесика. Она отвечает за переход к меню, включение-выключение и перезагрузку устройства. Переназначить действие нельзя. Функции прокрутки имеются с тактильным откликом. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,32 дюйма, разрешение экрана 466 на 466 пикселей, плотность пикселей 352 ppi, что отлично. Экран утоплен, рамки небольшие, а вот безель не маленький. У меня за время тестирования на корпусе и на экране царапины не появлялись. Интерфейс доступен на русском с полноценным переводом, скроллинг плавный, интерфейс работает довольно отлично. Автояркость на борту работает корректно. Яркости при прямом попадании света на экран достаточно. Спящий режим максимум 20 секунд или авторежим. Функция, при которой экран не гаснет, можно настроить до 20 минут. Также есть AOD Always On Display. Стиль AOD зависит от циферблата. В стоке на самих часах есть кастомные циферблаты, а в магазине с циферблатами достаточно как платных, так и бесплатных. Есть динамические, есть циферблаты с мини-играми, и любое фото поставить на заставку можно. При поднятии запястья экран загорается практически моментально. Также можно выставить, что именно будет загораться: AOD или главный экран с циферблатом. Все настройки практически такие же, как и на носимых устройствах от Huawei, всех этой ценовой категории. Из интересного можно выбрать любой цвет для фонарика, а также включить мерцание, быстрое или медленное. Помимо стиля отображения меню есть темы для меню, в стоке их 7 штук, накрытие ладонью для включения экрана на борту, как и одиночное нажатие на экран для пробуждения. В настройках можно найти персонализацию настроек, функцию «Не беспокоить», которая работает весь день или по расписанию, настройку вибрации, вибро не топорная, тактильно приятная и настраиваемая. Далее можно настроить громкость звукового сигнала и озвучивание тренировки. Можно установить пин-код, включить-выключить режим энергосбережения и включить-выключить функцию, при которой уведомления будут отображаться только если смарт-часы надеты на запястье. Далее есть диспетчер прав для приложений, умный помощник, iTips, функция для сборки данных пульса с другого устройства. По свайпам с главного экрана все стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть заряд смарт-часов в процентах, различные режимы, блокировка смарт-часов, функция продувки динамика и так далее. Снизу вверх уведомления, слева направо погода с плеером, а справа налево виджеты. В меню есть бесполезные для нас Huawei карты, Alipay и WeChat. А из интересного это настройки, фонарик, поиск телефона, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Считайте мультизадачность на борту. Будильник, который можно завести прямо со смарт-часов. Мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, измерение СПО2 кислорода, измерение пульса, тренировки, заметки, активность, индекс бега, погода, компас, телефон с последними звонками и контакты, которые можно добавить через приложение. Ничего не меняется с годами, правда, Huawei? Музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. А также можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них. Или через подключенные к ним Bluetooth устройства, допустим, наушники или колонку. В приложении на смартфоне есть магазин с приложениями, там их не особо много, но есть калькулятор, мини-игры, за что отдельный плюс. Операционная система Harmony OS версии 3.0, внутренняя память на борту. В приложении, если зайти во вкладку, через которую можно загружать музыку на смарт-часы, можно увидеть, что доступно в стоке 1 гигабайт 791 мегабайт. Немного, но достаточно для музыки. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники и даже нагрудный датчик. Датчик скорости каденса или датчик мощности. Тренировок на борту более 100 видов, отслеживание плавания на борту, автоопределение тренировок на борту с поддержкой автоопределения ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. В настройках тренировок есть множество полезных вспомогательных функций, за что плюс. Вдобавок есть курсы и планы для тренировок и поддержка GPS-навигации. Часы местоположения определяют до 8 секунд, что быстро. Карты строят неплохо, но отклонение в маршруте есть, хотя и небольшое. Загружать маршрут на смарт-часы можно, что, как по мне, очень удобно. Также есть обратный маршрут, возврат по прямой. Во время тренировки можно использовать метроном и музыкальный плеер. Сплит, интервальный бег, настройки длины бассейна и тому подобное, разумеется, на борту. Но в фоновом режиме тренировка не может работать. При входящих звонках есть возможность сбрасывать вызовы, включить беззвучный режим или отвечать на них. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свои быстрые ответы. Уведомления приходят моментально. Отвечать на них как смайликами, так и заготовками можно. Иконки приложений смайлики отображаются, за что отдельное спасибо. Летим дальше. Емкость аккумулятора 292 мАч, полный цикл зарядки смарт-часов занимает 1 час 15 минут в среднем. За сутки у меня уходит 25% заряда со всем мониторингом здоровья, но без Always On Display в нормальном состоянии. До полного разряда у меня не протянули практически 4 дня, что очень хороший результат. Huawei Watch GT Cyber имеют класс защиты 5 атмосфер. Конечно, купаться в них можно,
можно, но не в соленой воде, так как я не советую ходить в баню, сауну или плавать в соленой воде с электронными устройствами не супер повышенного класса. За время моего использования вода на них никак не повлияла. Приложение Huawei Здоровье. В приложении есть 5 вкладок. Основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами. Далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, анализ пульсовой волны и аритмии. Я бы не хорошо относился к теме с аритмией, потому что медицинские устройства — это медицинские устройства плюс врач, а не просто умные часы. App Gallery, настройка уведомлений, поиск устройства, будильник, погода, добавление контактов и редактирование быстрых ответов. Также есть возможность включить рабочую функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth, активацию при поднятии запястья, обновить прошивку, разумеется, в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Минусы: нет возможности завести eSIM или установить nano-SIM, бесполезный NFC-модуль для нас. Может быть, кто-то придумал ему применение, напишите. Дизайн именно этого корпуса на любителя, и нет клавиатуры. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего интересного. Посмотрите и оцените. Я в первую очередь всегда поиском пользуюсь. Посмотреть, сколько девайс стоил в тот или другой месяц, для того, чтобы понять, есть на него скидка или нет. Резюмирую. Умные часы Huawei Watch GT Cyber, качественные стильные смарт-часы. Да, менять внешний корпус с ремешком куда практичнее, чем покупать новые смарт-часы, к примеру, если старые уже внешне непрезентабельные. Или просто захотелось что-то новое в плане дизайна. И по функционалу GT Cyber неплохие, но опять же для этой ценовой категории. Видали мы и получше. Не забудьте подписаться на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. Особое спасибо всем, кто оставит комментарий больше 5 слов. Знаете, вы помогаете проекту. От меня девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.